Добрый день, коллеги! Представьте себе СССР конец 70-х годов. Тракторный завод тех времен – это настоящий город, где трудится более 20 тысяч человек. Инженеры плавили реки металла, опираясь на суровый производственный опыт и профессиональную интуицию. Это было начало четвертого технологического уклада. Они думали, что знают о литье все. Система работала как часы, но в 1980 году министерство спускает задачу, которая грозила парализовать все производство. Что это был за технологический кошмар? Чтобы понять этот ужас, посмотрите на инструменты тех лет. Тогда гордостью на заводе была ламповая ЭВМ Минск-32, занимавшая целый этаж. И знаете что? Весь месяц она считала зарплату рабочим. Технологам давали ровно 3 дня машинного времени, чтобы построить примитивные графики. Они чертили на кульманах, размножали синьки и считали сложнейшие формулы на логарифмических линейках. Сегодня любой смартфон намного умнее той ЭВМ. И вот с этими линейками в руках инженеры столкнулись с кризисом государственного масштаба. Стране срочно понадобились новые бульдозеры на базе легендарного трактора ДТ-75. Конструкторы закрепили раму отвала прямо к корпусам конечных передач, а они отливались из обычного серого чугуна. Каков же был итог? При первых же испытаниях эти массивные корпуса начали трещать по швам и разлетаться на куски. Бульдозеры выходили из строя один за другим. Министерство ставит жесткий ультиматум: немедленно перевести детали на высокопрочный чугун. Звучит просто. Да, если не знать одного смертельного нюанса. Нужен был высокопрочный чугун марки ВЧ-40, где графит принимает форму идеальных шаров, давая металлу прочность стали. Но опыта его производства не было ни на заводе, ни в стране в целом. Строить новые цеха нет времени и денег. Самая невероятная задача была вписать этот ювелирный процесс прямо в грохочущий конвейер действующего массового производства серого чугуна. И главная преграда ждала инженеров в самом сердце плавильного участка. Плавильные агрегаты тех времен – это классические вагранки, мощные, надежные, но совершенно непригодные для высокой прочности. Они выдавали металл температурой всего 1320 градусов, а концентрация серы в нем доходила до чудовищных 0,1%. Пытаться сделать из этого сернистого бульона высокопрочный сплав все равно, что варить элитный кофе из болотной воды. Нужна была магия. И, к счастью работников, в рукаве был спрятан один технологический козырь. Всех спас передовой по тем временам дуплекс-процесс. Из 25-тонной вагранки переливали металл в мощный индукционный миксер. В этой электропечи могли разогреть чугун до 1420 градусов. Это давало хоть какой-то шанс растворить добавки и изменить структуру металла. Но одного нагрева было мало. Нужна была чистая наука. На помощь предприятию министерство бросает сразу 3 научно-исследовательских института, и первый же их эксперимент чуть не разнес весь цех на куски. Специалисты из Одессы предложили тяжелую артиллерию – модифицировать чугун чистым магнием прямо в огромных герметичных автоклавах. Магний в горячем металле закипает со взрывом. Инженеры поставили эти бронированные капсулы прямо на участке плавки, и чудо произошло. Удалось стабильно получить высокопрочный чугун ВЧ-50. Но радость была недолгой. Побочные эффекты этого метода оказались настолько разрушительными, что от него пришлось немедленно отказаться. Что же пошло не так? Во-первых, все корпуса передач пошли с дичайшей усадкой. Металл просто проваливался внутрь. Во-вторых, автоклавный способ требовал манипуляций с тяжелыми траверсами. Это катастрофически тормозило разливку и ломало ритм всего конвейера. Метод не вписался в жизнь предприятия. Тогда автоклавы оттащили в ремонтный цех. Нужно было искать другой путь, и тогда 2 других института предложили использовать секретный сплав. Но почему-то Москва сказала нет. Институты из Минска и Краматорска предложили использовать магний-содержащую лигатуру ЖКМ-7.
Проблема? Министерство черной металлургии категорически отказывалось ее варить. Когда их все же заставили, они прислали на предприятие огромные неразбиваемые чушки. Пришлось покупать щековую дробилку и крошить металл самим. И тут столкнулись с новой бедой. При добавлении дробления образовывалось до 40% бесполезной летучей пыли. Но отступать уже было некуда, и инженеры перешли к огненным испытаниям. Они пошли на авантюру. Специальных ковшей тогда не было. Взяли обычные барабаны на 1,5 тонны. Лигатуру прятали в сварные коробки по краям ковша, чтобы отсрочить реакцию. Когда металл заливался, пироэффект был просто апокалиптическим. Ослепительная вспышка, море шлака и густой дым, накрывавший весь цех. Это был сущий ад для рабочих. Но сквозь дым и искры инженеры умудрились отлить 50 пар опытных конечных передач. Их судьба решилась на полигоне. Кстати, у меня есть закрытый Бусти канал, там очень много интересных видео. Заходи, ссылка будет в первом закрепленном комментарии и описании. Ждем только тебя. Так что же там было на полигоне? Эти 50 пар установили на экспериментальные бульдозеры и гоняли и в зной, и в стужу при максимальных нагрузках. Другие детали машин просто не выдерживали, лопались и возвращались инженерам обратно на предприятие. Но корпуса из высокопрочного чугуна отработали полный цикл без единого разрушения. Казалось бы, абсолютная победа, но когда инженеры после испытаний распилили эти детали пополам, они просто замерли в шоке, не веря своим глазам. Прямо в тепловых узлах неразрушенных деталей зияли огромные черные усадочные раковины. По всем законам механики они должны были треснуть в первый же день, но высокопрочный чугун оказался настолько живучим, что даже с этими дырами внутри превосходил серый чугун по прочности. Победителей не судят. Однако дым от ковшевого метода не позволял внедрить его в цехах той формации. Оставался один самый изящный способ, но чтобы он сработал, пришлось перевернуть всю логистику страны. Единственный выход – закладывать лигатуру прямо в земляную литейную форму. Металл обрабатывается чисто, без дыма, прямо в момент заливки. Конвейер не страдает, но есть жесткое условие. Исходный чугун должен быть в 2 раза чище, иначе реакция просто не пойдет. С материалами это было немыслимо, и тогда начали настоящую охоту за идеальным сырьем по всему Советскому Союзу, которая привела в Урал и в Тулу. Инженеры вышли на Тульский металлургический комбинат. Они варили уникальный предельный чугун, где серы было всего 0,01%. По просьбе инженеров они начали поставлять его на тракторный завод, гордо назвав нодулярным. Нашли специальный низкосернистый коксик. Сбили серу до немыслимых тогда 0,05%. Но это все еще было мало. Нужно было разогреть металл в миксерах до немыслимых 1500 градусов, чтобы провести химическую очистку. Но при такой температуре печи, которые были установлены на тракторном заводе, просто расплавились бы. Чтобы спасти миксеры от расплавления, инженеры стали просто ювелирами. Они брали обычный кварцит, тщательно рассеивали его на фракции и смешивали по строжайшей секретной пропорции. Эта невероятная броня позволила футировке миксеров жить по 45 дней при температуре 1500 градусов. Металл кипел белым цветом. Теперь у инженеров были развязаны руки для финального двухстадийного химического удара по остаткам серы. При первом переливе бросали криолит, который связывал серу, а при втором переливе в ход пошло то, что считали мусором. Да-да, те самые 40% пыли от раздробленной лигатуры.
Этот порошок вызывал бурное кипение металла, выбивая остатки серы вместе со шлаком. Чугун стал кристально чистым. Но как залить его в форму, не зацепив грязь с поверхности? Пришлось стать еще и инженерами-гидродинамиками. Да, инженеры тех времен были достаточно проворными ребятами. Они спроектировали хитрую, сужающуюся ледниковую систему с двойным шлакоуловлением. Она работала как фильтр, отсекая все неметаллические включения прямо на лету. И вот он, триумф! Прямо в форме рождался идеальный высокопрочный чугун ВЧ-40. Технология заработала как часы. Почувствовав силу, решили замахнуться на святое и вытеснить из трактора детали, которые испокон веков делались только из стали. Взять хотя бы заднюю опору трактора. Из-за нулевой жидкотекучести стали 20Г ее делали грубой паковкой. Ее перевели на чугун ВЧ-40. Отливка получилась идеальной формы. Тогда сэкономили больше килограмма металла на каждой детали, получив колоссальный экономический эффект в 150 тысяч советских рублей. Но оставалась одна нерешенная проблема. Копились горы той самой модифицирующей пыли, и тогда работники нашли ей гениальное применение. Они стали засыпать эту пыль в обычный серый чугун прямо в форму. Пыль создавала миллионы центров кристаллизации, и твердый как алмаз, кромочный отбел исчез навсегда. Даже поставили автоматы-дозаторы. А когда порошок начал слеживаться, то добавили в него отходы чистого графита. Графит сработал как идеальная смазка и лучший графитизатор. Так, решая проблему отходов, создали легендарные смесевые дисперсные модификаторы. И знаете, кто стоял у истоков этой профессии? Да, сам Юрий Гагарин по первой профессии был формовщиком-литейщиком. Космос и литейка требуют одинаковой смелости и точности. Да, в лихие 90-е исчез такой вот могучий инженерный запас, где кипела целая жизнь. Но наука не умирает. Те самые смесевые дисперсные модификаторы, выстраданные в дыму и огне 4-го уклада, сегодня успешно работают в современном 5-м технологическом укладе. Скажу честно, производственный опыт, он бессмертен. У меня там все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, переходите в Бусти, делитесь с друзьями и всем добра. Пока-пока.